В маленькой кондитерской Чикаго стоял уставший мужчина по имени Майкл Харрис. Он пришел туда с дочерью Эммой, чтобы купить торт на ее день рождения, но почти сразу понял, что не сможет себе этого позволить. Денег в кошельке было слишком мало, а торт, на который девочка смотрела с детской надеждой, стоил в несколько раз дороже. Майкл растил Эмму один с тех пор, как 4 года назад потерял жену Лору, и каждый день жил на грани выживания. Он работал механиком, откладывал по мелочи и привык отказывать себе во всем, но в тот момент ему пришлось отказать собственной дочери. Эмма неожиданно приняла это спокойно, словно давно научилась быть взрослой раньше времени. Это окончательно сломало Майкла изнутри. Позади них стояла женщина, совершенно из другого мира. Ее звали Кэролайн Уэст, успешная бизнесвумен, владелица крупной девелоперской компании. Она увидела сцену, которую невозможно было забыть. Мужчина на грани слез и ребенок, который учится принимать разочарование слишком рано. Кэролайн молча оплатила торт и сладости, не ожидая благодарности и не оставив своих данных. Для Майкла этот поступок стал унижением и спасением одновременно. Он твердо решил вернуть деньги, даже если на это уйдут месяцы. Узнав, кем была та самая женщина, он пришел в ее офис и оставил все, что у него было, с запиской о том, что это только начало. Кэролайн была поражена. В мире, где от нее всегда что-то хотели, этот человек хотел лишь сохранить достоинство. Она нашла Майкла, и постепенно их жизни начали пересекаться. Он честный, упрямый, живущий ради дочери. Она богатая, одинокая, уставшая от пустоты и давления семьи. Между ними возникла связь, которая пугала обоих. Разница в статусе, деньги, общественное мнение и страх причинить боль Эмме стали причиной разрыва. Майкл решил, что лучше уйти, чем позволить дочери снова пострадать. Разлука показала Кэролайн, что она больше не готова жить чужими ожиданиями. Она отказалась от поста генерального директора, от навязанного брака и от жизни, в которой было все, кроме смысла. Она выбрала простоту, честность и любовь. Когда Кэролайн вернулась к Майклу, она пришла не как спаситель и не как богатая покровительница, а как человек, готовый делить реальную жизнь со всеми трудностями. Майкл понял, что принимать любовь – не слабость. Со временем они стали семьей. Не идеальной, не богатой, но настоящей. В небольшом доме на окраине Чикаго, с детским смехом, скромными праздниками и уверенностью, что самое ценное в жизни невозможно купить. Иногда все начинается не с великих решений, а с одного торта, который оказался дороже денег и важнее гордости.